Добро пожаловать на канал кулинарных рецептов «Это вкусно». Сегодня я буду готовить фуршетные холодные закуски на новогодний стол. А подавать я их буду в маленьких профитролях. Как готовить профитроли я расскажу в конце видео, а сейчас о начинках, которыми вы можете наполнить не только профитроли, но и балаваны, а также корзиночки, которые украсят ваш праздничный стол. Первая закуска – это профитроли с муссом из лосося. Мне понадобится 100 грамм сливочного сыра, 100 грамм лосося, лимонный сок, соль, перец, зелень и профитроли. Лосось я нарезала кусочками, перекладываю его в блендер, добавляю сливочный сыр и лимонный сок. Немного свежемолотого перца. Соль пока не добавляю. Она может не понадобиться, все зависит от рыбы. Взбиваю мусс. Вот такой он получается. Пробуйте и добавляйте специи, которых на ваш вкус недостаточно. У меня лосось подкопченый, он имеет более выраженный вкус, но можно взять и малосольный. Перекладываю мусс в кондитерский мешок. Можно использовать и фигурную насадку. Беру маленькие профитроли. Надрезаю крышечку. Заполняю профитроли муссом. Добавляю веточку укропа. Готово. Вот такая закуска получилась. Из данного количества начинки получается 15-17 маленьких профитролей, поэтому количество продуктов берите исходя из того, сколько закуски вам нужно. Вторая закуска очень простая, из самых доступных продуктов. Мне понадобится 2 яйца, 100 грамм плавленого сыра, чеснок, шпинат, соль, свежемолотый перец, красный перец для украшения. Шпинат, чеснок и яйца измельчу в блендере. Шпинат в эту закуску я добавляю для того, чтобы получить яркий цвет. Отправляю в блендер плавленый сырок и все пробиваю. Ну и, конечно, соль и перец по вкусу. Немного майонеза. Еще разок все смешаю. Перекладываю массу в кондитерский мешок. Отрезаю профитроли крышечку и выдавливаю массу. Украшаю кусочком красного сладкого перца. Еще одна закуска готова. У меня на канале есть еще видео с фуршетными закусками, можете посмотреть их по ссылке в описании. А пока обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять эти рецепты. И нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Третья закуска у меня будет в виде салата с крабовыми палочками. Мне понадобится 100 грамм крабовых палочек, 2 яйца, кукуруза, зеленый лук, майонез, соль и перец. Нарезаю крабовые палочки маленькими кубиками. Чем мельче, тем лучше. Также нарезаю и яйцо. Добавляю консервированную кукурузу и зеленый лук. Еще немного майонеза. Перемешиваю. Добавляю соль и перец по вкусу. Готово. Можно разложить салат ложкой, но мне удобнее с кондитерского мешка. Сверху засыпаю зеленым луком. Еще одна закуска готова. Следующий вариант закусочных профитролей у меня с куриным паштетом. Его рецепт есть у меня на канале, ссылку на него я оставлю в описании под этим видео, так что посмотрите. Мне понадобится куриный паштет, яблоко и профитроли. Паштет я переложила в кондитерский мешок, яблоко нарезаю маленькими кусочками. Срезаю верхушку, укладываю кусочки яблок и отсаживаю паштет.
Получается очень вкусное сочетание продуктов. Можно накрыть крышечкой. Паштет можете брать любой, какой вам нравится. Вот такие простые и вкусные закуски на праздничный стол у меня сегодня получились. Ну а теперь расскажу, как приготовить профитроли. Мне понадобится 100 мл молока, 100 мл воды, 80 грамм сливочного масла, 130 грамм муки, 3 грамма сахара, 3 грамма соли, 3-4 яйца. Смешиваю воду с молоком, всыпаю соль и сахар. Добавляю сливочное масло. Довожу смесь до кипения и снимаю с огня. Всыпаю сразу всю муку и интенсивно размешиваю. Лучше это делать деревянной лопаточкой. Тесто очень быстро собирается в комок. После этого возвращаю его на плиту и на среднем огне, постоянно помешивая, высушиваю его, пока на дне сотейника не появится вот такая бархатистая корочка. На это уйдет примерно 2-3 минуты. Перекладываю тесто в чашу миксера и на средних оборотах при помощи насадки весло буду перемешивать тесто, чтобы оно немного остыло. Примерно 3 минуты. Теперь по одному ввожу яйца. Вбиваю одно яйцо и перемешиваю, пока оно полностью не соединится с тестом. Затем второе. Таким образом вбиваю 3 яйца и хорошо вымешиваю. После этого смотрю на консистенцию теста и если нужно, то 4-е яйцо размешиваю и ввожу в тесто частями. Мне понадобилось как раз 4 яйца. Консистенция теста должна быть такой, чтобы оно свисало с лопатки треугольником, при этом не стекало быстро и не отваливалось крупными кусками. По своему тесту я вижу, что оно как раз нужной консистенции. Количество яиц зависит от размера самих яиц и от того, сколько жидкости выпарилось при заваривании теста. Продолжу еще немного взбивать. Оно должно стать гладким, глянцевым и эластичным. Все, тесто готово. Перекладываю его в кондитерский мешок и убираю в холодильник на 1-2 часа. Духовку разогреваю до 180 градусов и подготовлю противень. Чтобы профитроли получились одинакового размера, я взяла насадку, ее диаметр 3 см. Опускаю ее в тарелку с мукой и стучу по противню. От муки остается вот такой след. На него я буду отсаживать тесто. Таким образом, профитроли получаются все одинаковые. Тесто охладилось, можно формировать. В большой силиконовый мешок вставляю насадку, обрезаю край из кондитерского мешка, в который перекладывала тесто, и вставляю этот мешок в большой. Отсаживаю профитроли. Обычно, чтобы профитроли или эклеры не трескались, при выпечке их нужно присыпать мукой или сахарной пудрой. Я возьму муку, так как начинка у меня не сладкая. Слегка постукивая по ситечку, присыпаю профитроли. Выпекаю в режиме вверх-вниз при 180 градусах 35-40 минут. Осторожно достаю из духовки и перекладываю на решетку для остывания. У меня еще осталось немного теста. Второй противень сделаю более мелкими, диаметром 2,5 см. Из данного количества ингредиентов получается 45-50 профитролей. Давайте срежем крышечку и посмотрим, как они пропеклись. Серединка получается пустой, как и должно быть, значит, все получилось правильно. Различные рецепты холодных закусок на праздничный стол смотрите в этом плейлисте.
Понравились сегодняшние закуски? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал «Это вкусно».